Это природа плачет. Говорит, ты глупец, ты кому бросил вызов? Через бедро, бро, брось его. И как ты хочешь пройти в колени? Если видос соберет 100 тысяч лайков, я, Гога и Блуд ворвемся, блядь, в американский футбол. Погоду видишь? Дождик. Ты думаешь, это дождик? А что это? Ребят, если вы думаете, что это осень в этом ролике, нет, это слезы. Это природа плачет. Говорит, ты глупец, ты кому бросил вызов? Сам Леонид Готовский. Господа, сегодня познавательный для меня ролик. Признавательно опиздюливный, потому что пришел я к мастеру своего дела и говорит, пробуй себя в чем-то новом. Вот мы сейчас будем себя пробовать в борьбе. Кому, если как к Леониду прийти, к мастеру своего дела? Физическая сила, хотя сейчас я, как сказать, мягко говоря, не в кондиции, но тем не менее, все равно я в себе чувствую силы. Мои 140, все равно я здоровый, я чувствую все силы. Против мастерства и спецификации. То есть человек тоже сильный, но сильный именно вот там, отломать тебе руку. Черный пояс, между прочим. Черный пояс, между прочим. Вопрос-то в чем? Кто кого? Ломовая сила, либо мастерство борьбы. Как ты сам думаешь? Я думаю, что мне моей ломовой силы хватит, может, секунд на 10, а потом просто закисление и мастерство свое возьму. Ну, интересно, я-то что, я не буду поддаваться. Ну, как сказать? Он будет поддаваться, потому что, ну, он может, человек меня реально может травмировать. Поэтому сейчас тщательнейшая разминка, и потом это. Вообще есть такая идея захаживать в разные залы, знаете, как мастер кунг-фу, который хочет преобразиться. Ну, вы видели, наверное, кто аниме смотрит или всякие мультики. Вот он ходит там по разным школам. Вот клинок, рассекающий демонов, я последнее то, что смотрел аниме. Вот он то. В общем, он опаснее, чем пьяный отчим. Вот. Вот он подъедет. Базарит здесь. Типа, что ты базаришь? Кстати, там тоже была ворона в клинке. Блять, это знал. Если видос соберет 100 тысяч лайков, я, Гога и Блуд ворвемся, блядь, в американский футбол. Если не знали, что каждый американец, кто видит меня, когда я был в Штатах, говорят, вау, футбол-плеер. И очень много на меня выходили, предлагали мне играть именно в футбол там. Бешеные бабки, но я понимаю, что я там поломаюсь. Пойдемте уже бороться. Вот мы, собственно, пришли в зал. Нифига ты задушило. А? Изи мани, блядь, тоже черный пояс. Вот все-таки силушка богатырская. Пошла пиздиться. Я специально сегодня, понял, бахнулся, допингом залился. Ну неплохо. 144 килограмма ровно. А допингом ты бахнулся, это каким это будет вопросом? Каким допингом? Актовигин, мелдронат, Б-группа. Тут показывали в ролике недавно, я забыл препарат. Короче, 2 препарата на обогащение крови. Один препарат, который вывозит лактат из-за закисления, всю эту херню. Ну, короче, простая спортивная медицина. Если вам интересно, заходите на Биполярку, там про это ролик. Если интересно про капельницы спортивные, тоже накидайте. Ну, это уже такое. Это мастерство, ребят. Приятно познакомиться. Ну да, ну как есть. Мы когда зашли, дождик усилился, и помимо того, что дождик усилился, еще мы такие снимаем превью, и такой ворон садится там на трубу. Вот он то. Я такой, блядь, куда я пришел? Что-то зловещее будет. Слушай, ну это хорошо, что ты, во-первых, не в борцовках, потому что в борцовках ноги застревают, их оттуда, ну, как бы из захватов не вытащить, поэтому меня это радует, что он с голыми стопами. Я все просто послушал, я, так сказать, это, как сам профессионал своего дела, слушаю других профессионалов, поэтому, Да, в общем, ну что, сейчас мы разомнемся, то есть самостоятельно, сами разминаемся чуть-чуть, да, потом сразу можем начать с какой-то легкой борьбы, так чисто прогреться, пощупать друг друга, но при этом там же физически неадекватные параметры, и как бы, тут я не понимаю пока, что ждать, но видно будет. А представьтесь, кстати. Да, меня зовут Леонид Готовский. Я черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, основатель онлайн-проекта Line Online Academy, тренер по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу. Популяризирую и развиваю единоборство в нашей стране. Мы хотим еще сегодня, чтобы вы показали приемы для таких больших, как Кирилл, для пауэрлифтеров, там такие какие-нибудь простые, которые можно запомнить, которые будут эффективны, ну так скажем, на улице. Все равно всегда все сваливается в драку. Если драка 1 на 1, большинство всегда сваливается в борьбу. Мне сложно представить человека, у которого как бы желание какое-то проявится напасть на Кирилла. В общем, я покажу, конечно, безусловно, и как вообще повалить такого человека большого. Я сам попробую это сделать, действительно. И, соответственно, что делать ему против каких-то оснащенных борцов, там, не знаю, вольников, то есть, как бы, ну, кто действительно умеет бороться и в стойке, и в партере. Сила горелла. Попытки что-то изменить немало людей сгинуло по приговору суда, либо через киллера. Игры Сейчас Кирилл будет ловить кардио. А что ты ко мне? Давай, Кирилл, давай.
Там это, ложись грамм. Я пока держусь. Слушай, ну блин. Ой, что-то я тебя ненавижу сейчас. Ногу одну сюда. Не. Слышь, как измерительная рубашка. Я не знаю, это прием называется смирительная рубашка. Смотрите. Скажите свой рост, вес. 1,77 м. 1,77 м, 80 килограмм. Правда, что вы бороли Хабиба? Как достают Кирилла Сарычева с этим вопросом, так и меня также достают с этим вопросом. Там я уже тогда заканчивал свою карьеру спортивную на тот момент. Уже занимался там немножко бизнесом, немножко тренерской деятельностью, немножко административной деятельностью. Ну и, собственно, мы организовали турнир по грэпплингу и приехали крутые ребята бороться на этот турнир. Ну, так сложилось, что я выиграл тот турнир. Помимо Хабиба там еще было много крутых парней. Из клуба «Аллигатор» кабардинцев много было. Там Мурат Мачаев, не знаю, Дауд Адаев, Юра Черней. То есть весовая категория была такая прям топчик. Поэтому, ну, кто в теме этих дисциплин, те понимают те фамилии и те имена, которые я называю. Поэтому Хабиб в тот момент, ну, тоже был, конечно, серьезным противостоянием. Получилось, как получилось. В общем, схватка сложилась в мою сторону. Поэтому. Но это не повод для, так сказать, какого-то пиара. Тем более, что это было реально в 2009 году. Смысл об этом вообще говорить? Ну, мы так. У нас с тобой разница 64 килограмма всего. Да всего лишь, ты что? Это Гога, кстати. Это между... Между нами Гога, да. Главное, что был на моей стороне. У меня есть опыт борьбы с тяжами. И причем, ну, с тяжами, будем говорить так, оснащенными, то есть это там международники по классике, например, 135 килограмм, это олимпийские чемпионы с весом там 90 с лишним килограмм, вольники, например. Ну и помимо того, естественно, различные спортсмены, борцы из традиционных видов, там самбо, дзюдо и тоже тяжелые парни. Ну и, собственно, у меня в группе полгруппа вольников, там грэпплеров, ММАшников из разной весовой категории, поэтому, в принципе, я понимаю, что такое тяж. Ну, тяж в моем представлении это там до 120 килограмм, а здесь мы имеем дело со 150 там и плюс-минус, я так понимаю, что в межсезонье там 155 и 160 бывает. Я сейчас на полном отдыхе, не выступаю давно. Моя соревновательная форма 181. Понимаете, что за цифры? Это вообще, ну, не в себе, просто это реально. Вообще уверен ли я в своих костях? А ты что делаешь? Я что-то бездельничаю, короче, так. Поборюсь с Витей, сейчас, может быть, с Кирюхой. Ой, он просвечивает трусы. А Витя на разминку типа пришел помочь? Не, я пришел подтренироваться, потому что я болел 1,5 недели, и чтобы, ну, хоть Чуть чуть-чуть. случайно сам Нет, я знал, и мне интересно посмотреть. Ну, прикинь, чувак, мы идем фрик БЖЖ, понял? То есть мы сейчас, Кирилл Игоревич борется с легковесом. Гоча завтра, женщины, потом пойдут там кто, инвалиды всякие, то есть, ну, начнем. Инвалиды уже были, но еще будут. Да. Мне его даже не просто было что-то чистить, да. Чуть просто погреемся, трогаем друг друга, да, вот что называется, тактильно, да? Понимаю, я буду делать это первый раз в жизни. Ну, ничего страшного. Кисти друг друга потрогаем, там, голову потрогаем, крепатуру почувствуем. Какая это? Хват. Не пробовал на это экспандерах? Слушай, пробовал, я с Витей пробовал армрестлинг, но понял, что там вариантов нет, потому что там связочный аппарат иной. Но у меня тоже руки крепкие, как бы. Все, погнали, да. Да. Есть! Я выдыхалка здесь бешеная. Не, вот здесь как раз и моя задача как раз была заставить его напрягаться, дышать. Когда он задышал, я тоже задышал. Мой двигательный навык продолжается. Я знаю, к чему я иду. Соответственно, потом уже захожу за спину. Он уже здесь не мобильный. Он уже думает, как бы подышать, а я лезу душу. И вот в этот момент он бы уже встать не смог, потому что, ну, я бы уже начал сильно душить, просто я понял, что уже все там, стоп. У меня было еще секунд на 30, но понял, что если бы еще 30, съемки бы закончились. Забыл сказать, что нам надо через стоп. То есть борьба продолжается, пока не будет команды стоп от кого-то. Да, стоп-слово, да. В целом как? Чувствуется вес, да? Ну, конечно, вес большой, там, бум. Но я знаю, что надо из-под веса всегда уходить. Моя была задача, сейчас и свои эксперименты ставлю. Держать ногу, получится разорвать захват? Не получилось. В итоге я ногу забрал, вышел сбоку, пошел за спину. То есть, несмотря на те габариты огромные, я остался в ноге, подтянул ногу к себе и полез за спину. То есть, вот эта физическая масса, она не разорвала мой захват. Ну, это просто от того, что он не понимает, что делать. А если понимал, Конечно, то... если бы он понимал, было бы по-другому, безусловно. Да, конечно.
Вопрос, вот понятно вы, да? Вот у какого количества процентов в вашем зале у людей возникли бы проблемы в борьбе с Кириллом Игоревичем, на ваш взгляд? Практически у всех. Они бы не возникли только... Мы сейчас еще продолжим, но проблемы возникли бы у всех, потому что только на более-менее высоком уровне люди понимают, что такое фрейм, рамка, выставленный локоть, выставленное колено, скажем, поворот плечевого пояса корпуса на вертикальное положение, чтобы на диафрагму не давили. Сейчас мы в партере как будем бороться, я это объясню. Если я приму его вес на себя на грудную клетку, конечно, я там задохнусь просто. Уже противостоять не смогу. Если я делаю поворот, делаю фрейм, рамочку, упор в татами, локоть, то он уже какой бы тяжелый не был, я все равно его могу удерживать. Ну, если он там не слон, не кит, да, например. Вот, но в данном случае такая категория. В общем, сейчас попробуем. Сейчас мы опять еще одну стойку. Партер, если останутся силы, стойку. Еще стойку. Отлично, хороший выбор. С Максом Новоселовым что-то не пришлось. Он приходил, мы поотрабатывали технику. Больше пообщались, честно говоря. Макс более оснащенный в техническом плане, да. Но я уверен, что мне было бы умеренно комфортно с ним. Пошел вот здесь на ногу захват, как вот это вот, то что. Да. Когда мы легли, вот это вот. Мне нужно было ногой разрывать. Мне нужно было давай станем еще больше. То есть вот. Да. Во-первых, голову мою давить. Ага, а я просто лежал. Да, голову давить. Во-вторых, больше смещаться в сторону. Ага. То есть вот ты взял захват, возьми. Да, вот я держу. Да, я должен, видишь, тазом на плечо давить. То есть его нужно постоянно разрывать. А ты просто тянул, не противодействуя моему движению. Когда ты подтягивал, я же не понимаю, что будет дальше. Ты подтягиваешь и думаешь, сейчас какая-то будет коварная херня. Ты растягивал счет напряжения мышц. И я видел в этот момент, что ты тратишься. Ты делал так. Я вижу, что ты тратишься. Я думаю, у меня первая мысль, когда так сделал с таким выдохом, я думаю, то он тратится на этом движении, хотя ты не должен был тратиться, ты тяжелый и большой парень. Его просто придавило, лежал бы и курил бамбук. И все, а ты начал тратиться. А я потому что не придавливал, я просто... И в этот момент сгорел. Я в этот момент понимаю, что сейчас я еще 10 секунд подержу, он выдохнется, и я пойду туда. Ровно то и получилось. Самое главное, это вот насколько плотно вы можете лежать на мужике другом. В том числе, да. Да, то есть это самое главное. Вот чем меньше у него пространства и путей там куда-то отступать, чем больше вот вы его плющите и давите, в вашем случае это тем более, тем лучше. То есть вы усложняете ему жизнь. Формально, даже если вы просто грудной клеткой, там, я не знаю, ляжете человеку на лицо, хорошенечко его так запакуете, вероятно, что как через какое-то время он сдастся, потому что ему будет... Давайте парту. Вероятно, что шутники в комментариях могут. Ну это, конечно. Добро пожаловать. Чувство беспомощности, когда стояли и пытался вот это вот я сделать. Чик-чик. Как одной ладошкой хлопать. Да, как будто хочешь. Да, и ты такой, оп-оп-оп. Куда ты? Погоди. Такой, если бы ты стал как классик, например, да, с прямой спиной, локти прижатые, то с тобой вообще невозможно было бороться. Еще бы присел бы чуть. Какой бы был бы интерес, если я сюда пришел? Да, ну то есть, понимаешь, ты вот так идешь, у тебя все открыто, ноги открыты, все открыто, да? А если бы ты встал чуть пониже, ногу выставил бы, вот, все. Ты как дот, понимаешь, как пулемет выставили, все. Как его обойти? Ты же еще все время поворачиваешься в одну, ноги меняешь в другую. Это то, что делал я, по сути. И при этом я не давал тебе себя обхватывать, да, сразу оттуда выбирался. Даже когда там был момент, когда ты весом на меня навалился, я понял, что мне твой вес принимать не надо. Я сразу выбежал оттуда. Сейчас к парту. Ты на ногах стоишь, а я снизу перед тобой лежу. Твоя задача меня обойти. Что значит обойти? Я вот так лягу или сяду. А твоя задача меня придавить и попытаться меня удержать. Потому что представим, что ты большой, сильный парень, хочешь меня сдавить, там что-то ударить. Чисто гипотетически, прикладной аспект. Я оказался снизу, ты огромный, я маленький. И вот твоя задача меня давить. Если я встал, и я, например, какой-нибудь ударник, я начинаю бить тебе в голову вашу. Ты не должен мне дать встать. Ты должен свое давление, свой вес тела использовать, правильно? Сделай так, чтобы я не мог встать, во-первых. А во-вторых, попытайся обойти мои ноги. Скинуть их и меня удержать. Туда их задавить, сюда их скинуть. Ты не будешь наклоняться, то я просто встану. Встану, убегу или встану, ударю. Не пытайтесь их обижать, то есть, ну, их невозможно обижать. Единственное, что Кирилл Игоревич может как-то сделать, это, ну, может быть, как-то их придавить и там сверху заползти. Но вот да, бегать вокруг них, это самое вообще жесткое. Что у Кирилла будет задача не упасть, потому что, возможно, я попытаюсь его повалить. Слушай, это какой-то поезд. Что за травматизм потеря? Я это. Нормально. Если что, так. Я просто начал анализировать, такой думаю, так. Это сейчас меня убьет. Бля, как круто. Прикольно смотреть, когда профессионал читает, ну там ты со стороны такой смотришь. Обычно меня что-то давят, меня, а тут смотришь такой, вау. Ну, мастер видит все слабые моменты.
Охуенчик. Хочешь больше показать? А чтобы больше показать, надо больше подвигаться. После ковида кардио перестал делать. Сейчас тренировка прям 4 упражнения и утомление. Как хорошо, бля. Мягко, элегантно. Ушу. Я, в принципе, так и планировал. Аккуратно же прилег. Сил я не потратил. Ты эту ногу держишь впереди, то я в эту пойду. Ты сверху, я попробую как-то выбраться из-под тебя. Давай. Локти прижми к себе. Если ты меня захочешь к себе прижимать, это ровно то, что я хочу. То есть, когда меня к себе прижимают, я думаю в этот момент, а зачем я и так на тебе сверху? То есть нет смысла, наоборот, от меня отпихиваться. То есть, если ты ко мне прижался, у меня уже нет варианта там тебя перевернуть никак. Никак. Ну, если только ты знаешь, как ты меня зажал и как ты будешь переворачивать, а просто там как бы кататься колбаской, но ты меня тут никуда не перевернешь. Меня здесь держать не нужно, меня нужно наоборот отпихивать, тем более с твоими мышцами, с То есть, твоим вот рычаганием. там ноги, вот это просто будешь перекатываться и все, да? Никогда не лежи на лопатках, потому что твой же вес тебя душит. Плечевой пояс поверни в вертикаль. Да, только ведь смотри, какой момент. Ты когда еще поворачивался на меня, ты просто на меня поворачивался. А сейчас тазом приподними меня чуть, мостик такой. Вот, и таз подними и повернись. Во! Ну ты сейчас на боку, То есть, видишь? как бы жопу выкинул. Да. Вот теперь смотри, вот эту рукой перед головой не поставь. Вот так вот? Да. О! Вот у тебя ребро жесткости. Точка опоры, точка давления. Видишь, даже локоть внизу. Ты мой таз держишь и рукой присни меня. Плечо назад убери. Все, и сейчас я буду на тебя давить, не накатывайся назад, а именно отползай назад. Да, отползай, отползай. Еще. Вот так, все. Все, и тебе никакой вес не страшен. Сейчас представь, что я вешу 160 килограмм. Ну представь, как бы сложно это, но представь. Все, вылезай из-под меня. Все, понял. Да, тазом приподними креатор. О, все. Теперь ногу под меня засунь. И вот и в нижнюю. Да. Чуть меня оттолкни. Да, теперь на этот локоть встань. От меня назад. Теперь эту ногу назад убирай. Назад. Все, встань, стой. Да, только ты как встал, смотри. И сделал так. Вперед пошел. Вперед противник перед тобой. Он тебе не даст так вперед встать. Он тебя толкать будет, ты будешь опять падать. Ты должен назад выйти, уперевшись от противника. Сколько мне нужно позаниматься, чтобы забороть? Чтобы тебя забороть. Слушай, чтобы меня забороть, реально, как бы, когда ты станешь, там, например, пурпурным поясом по джитсу, например, там, прозанимавшись, там, не знаю, лет 5-6, а мне уже будет на тот момент 47, ну, наверное, да. Ну, я тоже постоянно борюсь. Ну, то есть, я к тому говорю, что, конечно, физическая сила имеет значение, но не такое доминирующее и превалирующее, да. Все-таки двигательный навык и ребра жесткости и баланс. Или человек с ружьем и удостоверением. Хорошее дополнение, да. Смотрите, разница, как это сказать, уровней. Весового уровня. Бога, это у нас Тиффани пояс, цвет Тиффани, знаете, такой есть? Ну, тяжелый, да? Что нужно знать большому парню, чтобы, во-первых, дать отпор на улице, хотя странный вопрос на самом деле, ну окей, ладно, для твоих специальных подписчиков. Не, нормально, постоянно мелкие выхлестывают. Больших? Да, они постоянно И их чё там, только сносят, так? то есть. Да, они же резкие, они быстрые. Только так. Сейчас выйдешь, двоечку пропишу. Большим не пройти по улицам нормально, свободно. Там вот эти дрищи резкие атакуют Ты чё? бесконечно. Первое, что нужно знать, это контролировать дистанцию. Бороду всегда чуть прижимать плечом. Прижимая плечом бороду, мы еще и прикрываем пах бедром. То есть наша, видишь, вот такая стойка примерно, да, то есть я чуть ножки подсогнул, найти опору. Вот так боком совсем тоже вставать нельзя, да. То есть надо вот ноги вот так, а плечевой пояс чуть-чуть, понял, да, то есть плечевой пояс так. И локти прижаты, условно, руки выставлены, то есть как щиты такие выставил, да. Да, вот перекрылся, чтобы сюда ничего не прилетело, сюда не прилетело, да. Руками контролируешь дистанцию. Если противник тебе ближе подходит, чем нужно, сразу тяжелой рукой виснешь на нем, но локоть приопускаешь вниз. Потому что если локоть будет вот такой, то человек сразу заходит. Поэтому локоть чуть ниже. То есть все время пригрузить его. Видишь? То есть повиснуть на затылке. Локтем встречай, вперед, вот, да. И затылок вниз грузи. При этом ногу вот эту убери назад. Вот. То есть ноги все время назад, чтобы я нигде не прошел тебе в ноги. Да, да, да. И теперь смотри, когда такое первое действие получилось, пробрасываешь меня ладонью вперед. Да, из-под себя как бы, да. И плечом ляг мне на лопатки. И вот эту руку вниз убери и бороду мою поймай. Вот так, лодочкой прям, да. Плечом надави прям вот тут, вот. Облокотись на меня смело. Да, еще назад. Да, прямо облокотись, да. И вот теперь мою шею выверни так. Вот, вот. И вот теперь уже можешь уходить туда, направо, иди за меня. Да, вот. Вот ты зашел за спину. Ты пробросил, сразу видишь, бороду поймал. Бородок ты отвернул и ушел за спину. Проход ноги для него. Ну, если мы говорим о большой-маленький, то большому проходить ноги, ему надо подсаживаться. Ну окей, можем тоже вариант такой сделать. Смотри, лбом в грудь, прям вот так.
И лбом в грудь. Я сейчас на тебе сделаю, потом ты будешь на других. Я твои руки подбиваю и пошел в тебя. Да. Пройти в колени, юз на ленинском с арбузами. Самое простое, что может быть. Да, куда проще. Очень интересно, на самом деле. Что самое полезное для себя выявил? Понимание того, что ничего не понимаешь. Все живы, каждый из вас, у меня же 99% ничем не занимается, но все смотрят бои, хоть какие-то. И все мы такие, да, сидим. Вот бы я бы там, лох, что он там? Я бы мушмяк! Я бы чисто... Сходите в зал, получите пиздюлей и успокойтесь. И отдайте респект, дань уважения тем бойцам, борцам, там, в любое единоборство, которое выходит на канвас, в ринг, в клетку. Очень круто. Сука, интересно. Бля, я же человек увлекающийся, нельзя мне такое делать. Никогда не нужно о себе лишнего думать. Я вот это давно понял. Каждый занимается своим. Все круто. Единоборство, штанга. Все равно всех уравнивает пистолетом. Занимайтесь стрельбой, блядь. В общем, Ворон был прав, этот, или Грачеву, как его, мудак этот, блядь, сидел там, каркал, накаркал. Не, я бы в натуре, я бы здесь, знаешь, чего творил бы, уах. Просто сглазил, блядь, Ворон, да не, все очевидно, очень круто. Самое главное, что без травм больше всего боялся. Ну, реально. Я себя знаю, я увлекаюсь постоянно. Что в армрестлинге, помнишь, да? Стояли. То есть, да, силушка есть, а применить ее нужна спецификация. Очень интересный переход от состояния мразь, когда я задышал, и потом, когда чуть-чуть продышался. Джим. Это чудное место сегодня нас приютило. Мастер, сенсей. Я говорю, я когда сюда заходил, я аниме рассказывал. Что как мы как сейчас спутники будем ходить и пробовать разное. Нас будут бить везде, но по итогу мы станем сильнее, блядь. Или просто нас отпиздит, и мы, так сказать, дальше будем штанги поднимать. Все очень дипломатично. Культура ответственности результата. Короче, все ссылочки будут тут. Ребят, не стесняйтесь пробовать ничего. Вот. Я честно, я бы раньше сюда не пришел. Ну, во-первых, был спорт, и я был немножко такой, не то что закомплексованный. Ну, мне бы было бы стыдно, если бы меня кто-то заборет. Сейчас, ребята, мне вообще похуй. Если я хотя бы чуть-чуть для себя крапулечку смогу нового чего-то подчеркнуть, да пускай меня здесь мотают по ковру, поэтому 5 часов, я буду только еще признателен. Вот. Всем спорт, всем жизнь, всем позитив. А соцсети все будут там внизу. Лайки. И накидывайте лайки, куда мы дальше идем, кто нас пиздить будет. Может регби, я не знаю, может американский футбол. Может автослесарем устроимся в конце концов. Кузнецом. Бальные танцы. Балет. Гоч, пойдешь со мной на балет? Вообще с кайфом, покажи, буду просто разматывать грации вообще, и может быть в Большой театр возьму. Бороться с балеринами. С кайфом!